НАТО посматривает на Калининград, протесты в Грузии не утихают и в России теперь лишают национальности. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Следующей целью Путина будет Балтийское море. Тогда НАТО вынуждено будет отрезать Калининград. В случае войны Калининград необходимо будет нейтрализовать. Президент Европарламента застала воздушную тревогу в Киеве. Как вы себя чувствуете, Роберто? Известного во всем мире генерала отправляют на дипломатическую службу. Это решение политическое для того, чтобы сгладить конфликтный потенциал отношений главнокомандующего и верховного главнокомандующего. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал. И не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», так вы можете поддержать нашу работу, и это для нас очень важно. Поехали. НАТО таки может ограничить россиянам доступ в Калининград в случае вооруженного конфликта. Такие слова экс-главнокомандующего силами НАТО приводит Bloomberg. В случае начала боевых действий любой российский корабль, идущий к побережью Калининградской области, будет уничтожен. В случае войны Калининград необходимо будет нейтрализовать, чтобы российские сухопутные войска, вероятно действующие через вассальное государство Москвы, Беларусь, не смогли взять под контроль критически важный Сувалский коридор, который проходит вдоль границы между Литвой и Польшей. Более того, Ставридис считает, что следующей целью Путина как раз и может стать так называемое озеро НАТО, то есть Балтийское море. О вероятности именно такого хода событий мы расспросили политического эксперта Геннадия Дубова. Это, по сути, блокада, а блокада – это казус белли и де-факто объявление войны. В том числе воздушное сообщение Российской Федерации, как и морское, может осуществляться по нейтральным водам и по, соответственно, международному воздушному пространству. О чем здесь речь, честно говоря, непонятно, но если действительно есть серьезные инициативы по поводу военной конфронтации НАТО и Российской Федерации, то все-таки нам следует ориентироваться не на заявления отдельных политиков, а на юридически обязывающие решения. Путин с Лукашенко собираются проводить смотр сил, которые несут тактическое ядерное оружие. То есть, там никто бомбы из закромов доставать не будет. Там, по сути, максимум, что будет, это чисто электронные пуски или проверка, как в Беларуси, там, Су-25 или других средств поражения, которые могут использовать специальную боевую часть. Но каких-то последствий конкретно в плане вооруженного противостояния это нести не будет. Это попытка риторически выстроить некий задел на будущее. Но пока это только теоретические рассуждения, которые могут стать реальностью, но все-таки только теоретические. НАТО не наступательный, а оборонный альянс. Я не могу говорить от имени всех союзников НАТО, но могу сказать, что, конечно, НАТО не планирует развертывать войска. И я также полагаю, что все союзники будут действовать ответственно и координировать свои действия между союзниками, потому что война в Украине — это вызов для всех нас. Это будет трагедия для украинцев, если президент Путин победит, но это также будет опасно для нас. Тогда он получит сигнал о том, что, применяя военную силу, вторгаясь в другую страну, он получает то, что хочет. И это также сделает нас более уязвимыми. Поэтому лучшее, что мы можем сделать, это обеспечить поддержку Украины, чтобы Украина функционировала как суверенное независимое государство. Но не стоит забывать, что НАТО как структура, которая объединяет страны и их армии, не забирает эти армии себе. То есть любая страна в альянсе может распоряжаться своими солдатами так, как решат ее граждане, парламент или правительство. НАТО – это блок, который имеет уставными целями оборону. Он не принимает решения про поддержку третьих стран или про нападение на четвертую страну. Он может действовать лишь в случае, если на конкретную страну, которая является частью Вашингтонского договора, осуществлено вооруженное нападение. Для всего другого существуют вооруженные силы отдельных государств, Литвы, Франции и всех других 32 членов НАТО, которые могут принимать суверенные решения
для того, суверенное решение о участии своих вооруженных сил в какой-либо войне. То есть, грубо говоря, если Макрон от риторики перейдет к делу, ему не нужно будет ехать к Столтенбергу или тому лицу, которое его заменит, для того, чтобы спрашивать разрешение о возможности применять там Рафали, Миражи и танки Леклерк на территории, в частности, Украины против Российской Федерации. Он это решение вместе со своим парламентом сможет принять самостоятельно. Во время визита в Киев президента Европарламента 9 мая в городе зазвучала сирена воздушной тревоги. Для украинцев это уже не удивительно, но Роберту Мецолу ситуация как минимум удивила. Вот как это было. Как вы себя чувствуете, Роберто? Я в порядке, но, как вы сказали, это День Европы. Посмотрите на это. Теперь мы имеем представление о том, что вы переживаете каждый день. Нацисты сейчас проводят парад. Вот их реальное отношение к миру, реальное отношение к борьбе с нацизмом. Вот какова реальность. В Грузии продолжаются протесты против закона об иноагентах, который, по мнению его противников, подавляет гражданское общество. После жесткого полицейского разгона протестов в Тбилиси менее масштабные митинги в Зугдиди, Кутаиси и Гори прошли без инцидентов, и люди продолжают выходить на улицы. Нет России и да Европе. Каждый из нас здесь борется за национальные интересы страны. Наше направление — НАТО и ЕС. Этот законопроект подрывает наши национальные интересы. Демонстранты уже несколько недель протестуют против законопроекта, который затрагивает неправительственные организации, которые поддерживаются из-за рубежа. Противники опасаются, что он поставит под угрозу гражданское общество в целом и стремление Грузии в Европейский Союз. Критики сравнивают законопроект с тем, который используется в России, для того, чтобы заставить замолчать критиков там. Президент Украины назначил Валерия Залужного послом в Великобритании. Экс-главнокомандующий ВСУ теперь будет представлять Украину в одном из самых важных государств-партнеров. Его уволили с военной службы и отправили на острова. Но это повышение или ссылка? Действительно ли известный во всем мире генерал не ушел на отдых, а только сменил поле деятельности? Она нам скорее говорит о том, что это решение политическое для того, чтобы сгладить конфликтный потенциал отношений главнокомандующего и верховного главнокомандующего. То есть это не так, чтобы ссылка. Валерий Федорович сможет, я думаю, учитывая свой опыт и имя, представлять достойно Украину в важном партнерском государстве, королевстве Великобритании и Северной Ирландии, но каких-то прорывов и, условно говоря, увеличения кратного британской помощи ждать не стоит. Назначение послом Залужного, повторюсь, это скорее попытка сгладить внутренний политический кризис, который в свое время назревал. Мы из него вышли, и в целом, наверное, хорошо, что мы достигли компромисса между президентом Зеленским и главкомом Залужным. Рэпера Оксимирона объявила в розыск российское МВД. Будут его искать по статье Уголовного кодекса, а какой именно, неизвестно. Медиазона публикует карточку из базы министерства, к тому же там не указывают его национальность. В соответствующей графе написано «нет». А раньше в одном из интервью рэпер говорил, что имеет еврейское происхождение. Это не первый случай, когда у МВД возникают проблемы с определением этой национальности, замечает издание агентства. При объявлении в розыск феминистки Залины Маршинкуловой МВД указал ее национальность как кабардинка. В случае с писателем Борисом Акуниным силовики указали грузин, а в случае бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова – аварец. А в Соединенных Штатах попытались сменить спикера Палаты представителей. Майк Джонсон назвал попытку сместить его с должности ошибкой и сказал, что надеется, что это будет конец попыткам его уничтожить. В среду Палата представителей Конгресса США быстро провалила инициативу республиканки Марджори Тейлор Грин сместить республиканца Джонсона с его руководящей должности.
Я хочу сказать, что я ценю демонстрацию доверия со стороны моих коллег, чтобы предотвратить эти ошибочные действия. Это, безусловно, так, и как я говорил с самого начала и каждый день давал понять здесь, что намерен выполнять свою работу. Я намерен делать то, что считаю правильным, и именно для этого я был избран. И я позволю щепкам падать туда, куда они упадут. На мой взгляд, это и есть лидерство. Демократы присоединились к республиканцам в этом голосовании, высказавшись в защиту Джонсона в качестве спикера, пытаясь избежать повторения хаоса, который уже был в октябре, когда республиканцы сместили его предшественника Кевина Маккарти. К тому же Марджори Тейлор Грин фактически пошла против Трампа, который хвалил Джонсона и его работу. Друзья, еще раз напоминаю вам, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер, спасибо», все это поддерживает нашу работу и поддерживает нас на плаву, если быть честными. Ну, а также, если вы ставите лайк под видео, если вы оставляете свой комментарий или, скажем, репостите, делитесь нашим видео в своих социальных сетях. Ну, а также подписывайтесь на канал, это тоже немаловажно. На этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей.